Привет, настоящая армия! Это снова Тэхён и Чонгук. Ваш ежедневный источник самых волнующих, самых горячих и самых значимых новостей от BTS. От шокирующих заявлений до трогательных моментов. У нас есть все, что вам нужно. Обязательно нажмите кнопку «Подписаться» и оставайтесь с нами, потому что контент, который изменит все, уже на подходе. После многих лет шепота, отрицаний и диких теорий сегодня все меняется. Потому что впервые в истории две фигуры, за которыми все наблюдали, которых все расспрашивали, наконец нарушили свое молчание. И то, что они открыли, оказалось совсем не тем, чего ожидал кто-либо. Фактически, в тот момент, когда был услышан их окончательный ответ, весь фандом замер. Временные шкалы взорвались. Жизни почувствовали себя другими. Это уже не просто слух. Это правда, которую они скрывали годами. И мы собираемся раскрыть каждую деталь. Приготовьтесь, потому что, услышав их окончательный ответ, вы больше никогда не сможете смотреть на них прежними глазами. Казалось, мир затаил дыхание в минуты, последовавшие за их откровением. Это не было громко, это не было хаотично. Это был тот вид тишины, который ощущается тяжелым, заряженным, как будто сам воздух понял, что только что было выпущено что-то необратимое. Фанаты смотрели на свои экраны. Кто-то в неверии, кто-то плакал, кто-то смеялся сквозь шок. Потому что после многих лет предположений истина наконец-то заговорила. За кулисами, вдали от камер и бури, распространяющейся в сети, атмосфера была совершенно иной. Освещение было тусклее, шум далеким. И там стояли они, два человека в центре шторма, о котором они не просили, но который смело приняли. Тишина между ними не была неловкой, она была полной, почти теплой, как будто они оба знали, что бы ни говорил мир, самое главное — это честность, которой они, наконец, решили поделиться. Один из них медленно выдохнул. Тот вид выдоха, который бывает только после того, как слишком долго держишь что-то внутри. «Как думаешь, с ними все в порядке?» — тихо спросил он, бросив взгляд на светящийся телефон на столе, уведомления которого взрывались быстрее, чем один из них мог понять. Едва заметная улыбка изогнула губы другого. «Им понадобится минута», — сказал он ровным, но нежным голосом. «Но они заслуживают правды, а мы заслуживаем прекратить скрываться». В этом и заключался вес всего этого момента. Годы избегания, годы секретности, годы разрешения миру заполнять пробелы собственными интерпретациями. Теперь впервые пробелов не было. Он подошел к лежним ближе, ненадолго положив руку на плечо другого. Утешительное прикосновение, безмолвное уверение в том, что они вместе в этом, независимо от того, насколько серьезными могут быть последствия. «Он отлично справился», — тихо сказал он, в то время как пары танцоров на подходе менялись торгить кибертоники. «Только потому, что ты был рядом со мной». Слова зависли между ними, мягкие, но неоспоримо мощные. Это не было драматично, это не было инсценировано, это было по-настоящему. Настолько по-настоящему, что это больше нельзя было скрыть, не после сегодняшнего дня. Персонал метался туда-сюда, отвечая на звонки, проверяя обновления, пытаясь предсказать следующий онлайн-взрыв. Каждую секунду поступало все больше реакций. Шок, камзуление, облегчение, бесконечные спекуляции. Весь фандом находился в водовороте, создавая теории быстрее, чем они могли дышать. Но, несмотря на глобальный хаос, мир внутри этой тихой комнаты за кулисами казался удивительно спокойным. Один из них подошел к окну, слегка отодвинув занавеску, чтобы посмотреть на улицу. Огни города мерцали, не подозревая об эмоциональном землетрясении, происходящем внизу. «Как думаешь, теперь что-нибудь изменится?» — спросил он, не оборачиваясь. Тихий хохот раздался сзади. «Изменится все», — сказал другой. «Но, возможно, наконец-то в правильном направлении». Он повернулся, и их глаза встретились, усталые, но искренние. «Мы поступили правильно. Даже если люди исказят это, даже если некоторые не поймут, они поймут. В конце концов. Может быть, не сегодня, может быть, не завтра, но истина остается, даже когда люди борются с ней». Снова воцарилась комфортная тишина, такого рода, которая бывает только между людьми, пережившими слишком много бурь вместе. Такого рода, который не нуждается в объяснениях или извинениях. Затем раздался стук в дверь.
нерешительно, почти извиняющийся. Сотрудница заглянула внутрь, ее выражение лица было напряженным и срочным. «Вам двоим нужно это увидеть», — сказала она. Это распространяется еще быстрее, чем ожидались, глобально в трендах на всех платформах. СМИ уже снаружи». Они обменялись взглядами, не испуганными, но принимающими. Они знали, что этот момент наступит. «Вы готовы?» — спросила она. Он глубоко вздохнул, затем кивнул. «Да, мы готовы». Они вышли вместе, шаг за шагом, плечом к плечу, в ослепляющие огни, в камеры, в вопросы, ждущие как ловушки. Но впервые за многие годы они не шли в неизвестность. Они шли навстречу правде и миру, готов он или нет. Предстояло стать свидетелем следующей главы истории, которая слишком долго была скрыта в тенях. Коридор снаружи уже гудел задолго до того, как они до него дошли. Сотрудники срочно шептали в гарнитуры, стучали по экранам, координируя стратегии, которые, казалось, менялись каждые 15 секунд. Кто-то распахнул боковую дверь, открыв путь, который должен был быть незаметным. Но даже этого было недостаточно. В тот момент, когда они вышли, приглушенный рев снаружи усилился, как будто шторм прорвал плотину. Вспышки света взорвались, камеры щелкали очередями. Репортеры перегибались через баррикады, выкрикивая вопросы, которые сливались в одну всеохватывающую волну шума. Но несмотря на хаос, несмотря на напряжение, ощутимое с каждым вдохом, эти двое остановились ровно настолько, чтобы тихо переглянуться. Один маленький кивок, безмолвный вдох, общее понимание. Они вступают в это вместе. Охрана повела их вперед, но каждый шаг казался тяжелее предыдущего. Не из-за фраха, он уже давно угас, а потому что они знали, что мир будет интерпретировать каждое моргание, каждое движение, каждое выражение. Тем не менее, они шли ровным шагом, плечи почти соприкасались, никто не вырывался вперед и не отставал. Единство между ними было безошибочным, даже без слов. Репортеру, наконец, удалось прорваться сквозь оглушительный шум с четким криком. «Это ваше официальное подтверждение? После всех этих лет это то, что вы хотите, чтобы мир знал?» Они остановились всего на секунду. Вопрос повис в воздухе, как нож. Он посмотрел на толпу, его глаза были спокойны, несмотря на шторм. «Мы поделились тем, что нужно было поделиться. Остальное вы увидите по ходу дела», — сказал он. Его голос был твердым, но удивительно мягким, неся искренность, которую не мог исказить ни один заголовок. Реакция была мгновенной. Волна криков, ликования, шока и отчаянной записи. Телефоны были подняты высоко, транслируя каждое их движение миллионам зрителям прямого эфира. И даже в этом напряжении другой положил руку на его поясницу. Защитный, тонкий, почти невидимый жест, но недостаточно невидимый для фанатов, которые замечают все. Внутри происходил другой вид взрыва. Комментарии наводнили каждую платформу быстрее, чем могли справиться серверы. Клипы вырезались, анализировались, замедлялись, пересматривались, увеличивались, разбирались в реальном времени. Некоторые фанаты плакали, некоторые праздновали, другие сидели в оцепенении, пытаясь осознать годы спекуляций, внезапно кристаллизовавшиеся во что-то реальное. Но пока мир сходил с ума, их двоих отвели в маленькую комнату, подготовленную для прессы. Дверь закрылась за ними, заглушая шум снаружи. Он дрожаще выдохнул, потирая ладони о колени. «Это масштабнее, чем я ожидал», — пробормотал он. «Я знаю», — ответил другой, садясь рядом. «Но ты сделал это идеально. Ты всегда так делаешь». Наступила короткая пауза. Появилась слабая улыбка, усталая, облегченная и несущая мягкость, которая редко ускользала от камер. «Ты видел толпу?» — тихо спросил он. «Как я мог ее не видеть?» — ответил другой сдержанным смешком. «Половина из них выглядела так, будто забыла, как дышать». Он засмеялся. Напряжение спало с его плеч. «Да, это все еще кажется нереальным. Произнести это, услышать, увидеть, как все взрывается». «После всего, через что мы прошли, — сказал другой, слегка наклоняясь ближе, — возможно, пришло время нам перестать жить в тенях». В комнате воцарилась тишина, но она не была пустой. Она была наполнена пониманием, общими воспоминаниями, годами, проведенными в уклонении от вопросов, скрыванием моментов, жизнью под бременем догадок и ожиданий.
И теперь, всего в нескольких публично произнесенных предложениях, все изменилось. Снова раздался стук. Сотрудница просунула голову. Ее выражение лица разрывалось между паникой и восхищением. «Они готовы к вам. Пресс-конференция начинается. Прямая аудитория невероятная». Они встали вместе. И, не задумываясь, один протянул руку и ненадолго сжал запястье другого, успокаивая его, изучая его, напоминая ему, что он не одинок в этом. Когда они подошли к двери, которая должна была открыться в океан огней, глаз и бесконечных вопросов, он прошептал достаточно громко, чтобы другой услышал. «Что бы там ни случилось, я всегда с тобой». Яркие прожекторы поначалу почти ослепляли, купая все в теплом белом свете, который казался нереальным после тусклого коридора. Комната была заполнена, ряды репортеров, камеры, установленные на штативах, микрофоны, торчащие, как лес металлических стеблей. Каждое место было занято, каждый объектив сфокусирован, каждое дыхание затаённое в предвкушении. Даже сквозь толстые стены профессионализма напряжение было безушибочным. Все здесь знали о серьезности того, что только что произошло. Они подошли к длинному столу, где их ждали 2 стула. Когда они сели, по толпе прокатилась рябь. Тишина была настолько полной, что, казалось, мир снова остановился, отчаянно не желая пропустить ни единого слова. Модератор представила их, но ее голос казался далеким, едва пробиваясь сквозь стук их сердец. Он слегка наклонился к микрофону, поправил его твердой рукой и заговорил первым. «Спасибо всем, что пришли, особенно так быстро». Его голос был спокойным, глубже обычного, неся тяжесть, которая мгновенно опустилась на комнату. «Мы знаем, что сегодняшний день потряс всех». Он быстро взглянул в сторону, и другой кивнул, безмолвное уверение в том, что он не одинок в этом. Следующие слова было труднее выдавить. «Мы хранили много секретов годами. Не потому, что хотели лгать, а потому, что хотели защитить нашу жизнь, нашу карьеру и людей вокруг нас. Но наступает момент, когда молчание становится тяжелее правды». Myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't